Артему будет лучше с нами, чем со своей матерью. Я переживаю за свою сестру. А муж, я так понимаю, тоже пьющий? Они вдвоем, да, пьют и при детях и дерутся. Но пьяная не валяюсь, в подъезде не болтаюсь. Ребенок чистый, одетый. Тём, мама тебе кушать готовит? Ты понимаешь, что ты катишься в яму? Да я понять не пью могу. 2 недели. Ты что, вообще, что ли? Когда ребенок за батарею свалился? Она была поддатая. С ней 2 литра возьмем, выпьем и все, и спать идем. А зачем ей вот этот мужик, который ее бьет? Любовь? А мужик ваш почему не работает? Сейчас вот сделает свои дела и выйдет. Приедь, пожалуйста, помоги канализацию копать. А он мне говорит, сейчас свои проблемы решу, потом приеду. Что же это за проблемы такие нерешаемые, которые не позволяют ему на работу выйти или помочь канализацию копать? Поскольку он приехал поддержать супругу, давайте его позовем. Добрый день. 2 сестры не могут выяснить, кто же из них правильно живет. Одна, значит, пьет, ну так про нее говорят, а вторая любит интриги и скандалы. И вот пока они все это выясняют, страдают кто? Хотел сказать дети, мы. Но прежде всего дети. Сегодня в нашей студии Дарья Шуклина из Кемеровской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Я переживаю за свою сестру и своего племянника. Катя никак не занимается, она пьет. А у Тёмы есть проблема с сердцем, у него врожденный порок сердца. Ему нужен особый уход. Но там этого нету. Угу. А муж, я так понимаю, тоже пьющий? Они вдвоем, да, пьют и при детях и дерутся. А сколько детей-то там? 2. Сейчас еще 3 беременна. И все равно пьет? Да. Она и с Тёмой, когда беременная была, тоже пила. А Тёмочке-то сколько? Тёме 3 года. А у него врожденный порок сердца, да? Врожденный, да, у него была операция на сердце. А кроме порока сердца какие-то еще проблемы есть у ребенка с развитием? Но он не разговаривает, он предложениями не умеет разговаривать. 3 года не говорит? Ну, он говорит вот фразами, которые дети в год разговаривают. А она что-нибудь делает для того, чтобы ситуацию исправить? Нет, А это Зачем? ваша родная сестра? родная. Слушайте, а вы сказали, там 2 детей. Это ее дети или... Тёма ее, а Захар это вот мужа ее. А, то есть муж пришел с ребенком в семью Да. тоже. А она беременна сейчас от мужа? Ну, она говорит да, а Сережа говорит, что это не его ребенок. О, Господи, какие высокие отношения. Они в официальном браке? Да, в официальном. Скажите вот еще что. А вы пришли как определить судьбу ребенка? Ведь если вы будете правы и ребенком не занимаются, а уход нужен, и мать пьет, ее могут ограничить родительские права, ребенок куда пойдет? Если она согласится на лечение, я готова Тему забрать к себе на момент лечения. А если уже решат ее лишать, я тоже готова забрать его. А у вас самой-то дети есть? Да, девочка. А муж есть у вас? Муж, да, я замужем. Давайте мы Официально. посмотрим, как вы живете, куда вы хотите ребенка-то забрать. А потом поговорим. Это моя дочь, Есения. Ей 11 месяцев. Живем в съемной квартире. Тут сделан хороший ремонт. Она большая, светлая. Нам хватает с мужем, с дочкой. Еще собаку взяли. Это наш семейный уголок. Это вот фотография со свадьбы. Тут я еще тобой беременна. Смотри. Дома у меня всегда чисто. Стираю, убираю. Тут вот пеленки, кофты, штанишки. У ребенка все есть. Артему я дам тоже все, если он будет с нами. Катя, как мать, она плохая. Она не заботится о ребенке, оставляет его одного, очень много пьет сама и со своим мужем. Я считаю, что Артему будет лучше с нами, чем со своей матерью.
Скажите, пожалуйста, а сестра-то вообще признает, что у нее есть проблемы с алкоголем? Нет. Почему вы плачете? Вам сестру жалко? Или ребенка? С одной стороны, да, жалко и сестру, и ребенка. Просто другого выхода уже нету. А вы обращались куда-нибудь в официальные органы, в опеку, в ПДН? Нет, я всего лишь только пугала ее этим. Но она просто знает, что я такое не смогу сделать. Почему? Ну, наверное, я просто слабая. Прийти к нам вам было легче, чем в опеку? Видимо, да. Знаете, что когда редакторы наши позвонили Екатерине, она была в полном шоке от того, что вы обратились к нам на программу. Да, И я знаю. согласилась приехать для того, чтобы доказать, что она хорошая мать, и вы что-то не понимаете в ее жизни. Давайте ее позовем и спросим, так ли это. Я не занимаюсь с ребенком, я не хожу по больницам, да. Ты мой путь прошла. С самого рождения ты прошла мой путь. Ты в реанимации сидела возле него, ты. Ты видела, какие провода в нем были, а? Сидишь, мне на всю страну позоришь. Дело не в Тебе этом. не стыдно? Да, я могу выпить, я не отрицаю, но я пьяная, не валяюсь. Я могу с Серегой поругаться, не спорю, да. Но пьяная не валяюсь, в подъезде не болтаюсь. Ребенок чистый, одетый, не голодный, поняла? Не голодный, говоришь? А когда ты покупала магазинное молоко, разводила его холодной водой и давала ему это... Не холодный. Ты зачем врешь, сидишь? Он на смесях у меня изначально сидел. А какие проблемы со здоровьем твоего ребенка? Ну, у нас порог сердца врожденный получается, и почкогенезия, и дисплазия. Скажите, пожалуйста, вот нам ваша сестра сказала, что вы могли пить во время беременности. Это так? Это не так. Я работала всю жизнь в детском саду. Прийти к детям в алкогольном состоянии или Ну, с перегаром... слушайте, так бывает. Тебя Ну, Дима я из вот клуба нет, я забирал, сдавала приезжал. анализы каждую Давайте неделю. так, смотрите. Вы ответьте на простые вопросы. Считаете ли вы, что у вас есть проблемы с алкоголем? Нет, я не считаю. И я не думаю, что мне нужно лечение. То Я есть к алкоголю не вы- привязана. Подождите, вы можете не пить. Да, могу. А зачем пьете? Ну, знаете, у меня как бы проблем, да, много. Бывает, там я возьму себе пару 0,5, я не отрицаю А этого. вам алкоголь помогает справиться с проблемой? Ну, нет, он мне не помогает. Вы, Ну, как когда сестра говорит, выпиваете, что я вы пью же не литрами, спать, это вы не же не так. спать ложитесь тихо, вы агрессивная, и с Серегой деретесь, нет? Ну, где я агрессивная? Ну, так говорят. Ну, так говорит она, потому что с самого детства у нас не проблемы. Какие? Обычные проблемы. Не Ей понимаю. всегда доставалось все, а, как всегда, старшим там подождешь потом. Ну, так она-то в этом не виновата. Ну, я понимаю, что она в этом не Так виновата. а вы тогда на что обижаетесь? Вот она меня, да, вот как бы я ее не понимаю, почему. Я столько лет отработала, да, как бы у меня не было нигде проблем. Она даже учебу не закончила. У нее только школа. Что она моему ребенку даст? Ну вот что? Ну вот смотрите, она говорит, что вы не занимаетесь ребенком, что у него Занимаюсь. серьезные диагнозы, а вы его не лечите. Ну как-то не лечу. Мы в Кемерово ездим каждые полгода. Сейчас мы Ты даже ему проходим... прививки не ставишь. Тебе Можно- карточку показать, Тебе название. принести. Подождите, давайте меня так, карточка смотрите. на руках с собой. Почему ребенок в 3 года не разговаривает? Ну как он не разговаривает? Он говорит у меня. Гулять просится, ну как бы вот так вот. Не, ну в 3 года ребенок должен болтать. Особые проблемы у нас именно вот из-за этого, что у нас порог сердца. Мы ходили к врачу, нам в карточке написали. Порог сердца, он чаще всего влечет за собой физические какие-то, да, недостатки у ребенка, то есть это ограничение именно соматического, терапевтического спектра. То есть такие дети, они менее развитые, да, физически, у них есть ограничения по физкультуре и так далее. Но все же психическое развитие — это немножко другая ситуация. То есть здесь надо обратиться к специалистам, которые занимаются этой проблемой более узко, и в конце концов прекратить алкоголизироваться, потому что, ну, безусловно, я всегда своим пациентам говорю, да, как врач-нарколог, к сожалению, область наркологии — это как онкология. Рано или поздно это заканчивается смертью. Вопрос в том, что в наркологии вы все же имеете больше шансов, да, скажем так, получить положительный исход.
когда вы последний раз выпивали? Ну, недели 2 назад. А вы сейчас беременны? Нет, я не беременна. Я прям сегодня специально утром сделала тесты. У меня одна полоска. Андрей, который приехал тебя защищать, он сам сказал, что ты ему сказал, что ты беременна. А то, И что что это был твой прикол, Серёж- и ты разносишь на всю страну. Мне тест при тебе сделать. Пойдем? Я не против. Пойдем. То есть вы не беременны? Да ну нет, конечно, ну куда мне еще-то? У меня мужа ребенок живет со мной, там тоже маме он, да, не нужен. И куда мне еще рожать? Я не совсем больная на голову. Тем более мне этого ребенка нужно поднять. Слушайте, а если вот вы не больная на голову, не пьющая, вот это вот все, что вы только что перечислили, то тогда получается, что ваша сестра больная на голову. Зачем она к нам пришла? Я тоже хочу это понять. Ну как? Я не занимаюсь ребенком, не Нет, просто прихожу зачем по вашей больницам. сестре в 20 лет, будучи мамой 11-месячной девочки, ваша Еще, девочка, да, и правильно мой же, ребенок в придачу. приходить сюда и вот это все на вас наговаривать? Я и не что, делать знаю, нечего? я ничего не понимаю. У нас конфликт, понимаете? Я с мамой не общаюсь, я с ней не общаюсь. Я их убрала уже из своей жизни. Слушайте, но у меня много с кем внутренний конфликт. Это же не значит, что я всех буду на этот красный диван Нет, ну а таскать. как? Ты не Ну, как живешь бы- со мной, ты живешь в другом городе. Мама, да, как бы тоже со мной. Ты откуда обо мне что знаешь? Скажите Вы мне, там в пожалуйста, бинокль за мной а смотрите или как? вы в поле зрения органов опеки попадали когда-нибудь? Попадала один раз в 9 месяцев. У меня сын, мы жили у мамы. У нас, получается, диван стоял возле батареи. Он у меня упал в батарею, я его моментально подняла. Не у него ври, были ты ожоги. пьяная валялась, ты его даже не слышала. Он Я весь, была в тот он весь момент обожженный, у него все в ожогах Я была было. трезвая в тот момент. Мы в Тебя травм... увезли. У меня в травмбольнице все записано, какая я была Нет, пьяная. давайте в травмбольнице хотели вызвать ментов, ты боялась, что вдруг Ты у что, тебя... больная? Я была абсолютно трезвая. Давайте, пожалуйста, вот без этого, ты больная, не больная, я хочу услышать 2 версии. Ваша версия какая? Ну, он просто, видимо, начал переворачиваться и в эту батарею. Ты Так, сказала- а ваша версия какая? И нет, подождите, и как долго он там пролежал у батареи? Ну, минуты он даже там не Нет. пролежал. Нет, давайте так, за минуту батарея минуту вряд он не ли мог была весь выше обжёгся. 60 Да, ну, градусов. минуты он там точно нагрета. не пролежал. За Он минуту весь он в не мог ожогах. получить никакие ожоги. У Тем него более щека, серьезные. у него нога, у него же он весь Да, был в я ожогах. была абсолютно трезвая. Так вы нам-то расскажите, Понимаешь? что было, ваша версия, какая она Ну, пьяная была? рассказывай. Я на тот момент училась, жила в общаге. То есть мне мама все это рассказала, Что она рассказала? то, что она пьяная лежала, а Тёма упал за батарею. Она даже не слышала, как он плачет. А кто его достал? Мама. Я его Мама лично его доставала. Скажите, пожалуйста, а после того, что случилось, вас поставили на учет в органах опеки? Нет, меня никто на учет не ставил. Но это ЧП. Мать не уследила, ребенок получил ожоги. Минимум на учет поставить. Они хотя бы приходили к вам? Они к вам приходили? Никто ко мне не приходил. Ладно, давайте посмотрим, как вы живете, потом продолжим. Это наша двухкомнатная квартира, которую мы снимаем. Это Захар, сын мужа. Это мой сын, получается. Это муж. Ну, как бы обычно каждый вечер они здесь сидят, рисуют, лепят. Ну, либо мультики на телефоне сидят, здесь смотрят. Как бы они постоянно с нами. То есть дома они одни, как бы, не остаются, мы их не бросаем. Это наш холодильник. Здесь есть еда. Допустим, вот вчера готовила. Тут гречка с мясом. Там у меня стоит суп. Как бы йогурты. Все есть. То есть дети ни в чем не нуждаются. Тём, мама тебе кушать готовит? Да. Это наша гостиная. Здесь мы с мужем спим. Здесь как бы вещи. Все постирано постоянно. Как бы, грязного никогда нету. Вещей у Артема много. Это вот буквы у нас висят. Артему на день рождения вешали. Фотозона была. Это ему 3 года вот исполнилось. Наша детская. Здесь, получается, Захар у нас спит. Здесь Артем, как он хотел себе, чтобы у него была машина. Он сам ее себе выбирал. Для своих детей как бы я делаю все. Все, что я могу. А муж работает у вас? Ну, он временно сейчас на подработках. Вообще, вот куда я сейчас устраиваюсь, туда и он идет слесарем. То есть мы на одно место будем Пока он не устраиваться. отработает часы по алиментам, он никуда не устроится на работу. Его берут. А у него, подождите, какие элементы еще? Ну, вот получается, у него там в Новокузнецке 2 детей живут с мамой, а сын живет с нами. А, да, они разделили детей вот таким образом? Ну, получается, мама его привезла и оставила. Понятно. То есть сейчас он безработный?
Ну, пока, да, он просто Это ходит я на вот, подработки. смотрите, это я просто говорю безработный специально. Потому что у нас сейчас в стране самый низкий за всю историю существования России уровень безработицы. Так нам не хватает специалистов во всех Я сферах. тебе говорю. Почему он Работу не можно работает? найти везде сейчас. Какого черта он не работает? На что вы живете? Объясните мне, дураку. Ну, у меня вот у Артема получается пенсия по То есть инвалидности. вы живете на пенсию по инвалидности ребенка. Ну, я обязана пока с ним находиться дома. Я А что могу мужик сделать? ваш? А этот? Я говорю, он временно на подработках. Но сколько вы получаете пенсию за ребенка? 44. И на эти деньги вы все живете. Ну, почему я вот работаю? А мужик ваш почему не работает? Сейчас вот сделает свои дела и выйдет тоже. Я говорю, Какие у него дела? могут быть дела, кроме работы? ну, я понимаю, что кроме работы не может быть, но есть. Какие? Но ему военный билет нужен на работу. Без него туда не берут. А почему у него нет военного билета? Вот это я не знаю. Вы справляетесь с двумя детьми? Да. А почему я должна не справиться? Ну, потому что один ребенок тяжело, Ну, потому что если верить один вашей больной сестре, вы ребенок очень бухаете. тяжело, а двое детей, один Но из если бы которых я еще пила, приемный. да, я бы не занималась действительно и с ребенком по больницам бы я точно Ты мне не сама ходила. писала, что ты не можешь без алкоголя жить. Что? Вы сказали, что у вас не только с сестрой такие странные напряженные отношения, но и с матушкой вашей, верно? Да. А почему? Не знаю почему. Просто как-то у нас не сложились отношения и Так все. всегда было? Практически. А вы сейчас не общаетесь вообще с мамой? То есть она вам никак не помогает? Ни с внуком, ни Мне сидит? нужно было выйти на работу, я маме позвонила, я говорю, мне на сутки завтра, возьми, говорю, пожалуйста, его, я утром поеду, заберу. У меня огород, свои дела. Это было так всегда. И я плохая мама после этого. А Даша, она помогает? Всегда. Да? А давайте мы спросим, почему мама настолько избирательна, поскольку она к нам приехала. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Александр. Привет. А ты мне решила обнять после того, что она делает, позорит Катя, меня на всю А, страну. Кать, ты не права. Да в чем я плохая мама? Объясни мне, ты же сама мать. В чем ты плохая? Где вы-то были, когда мы росли? Вы где были? Где мы были? Мы работали с отцом. Мы с Алтая Правда, вот я переехали, и снимали заслужила, в сад жилье. отведи, в школу отведи. Вот я заслужила, что... Кать, ты вот сейчас не права. Услышь, что тебе говорят люди, пожалуйста. В чем я не права? Ты понимаешь, что ты катишься в яму, из которой ты потом просто не вылезешь. Да, кто мне в эту яму пихает-то? Вы же и пихаете. Мы пихаем. Вы. А как мы тебя туда Я тебя пихаем? сколько раз просила помочь. Возьми мне Артема, мне на Я работу. тебя Ты в мне что глотку сказала? заливаю или как, Да я понять не не пью могу. 2 недели. Ты что, вообще, что ли? Скажите мне, а вот мне кажется, что Катя была в подростковом возрасте очень сложным подростком. Она да? была сложной А подростком. в чем сложность заключалась? Мы учиться не хотели. Мы грубили учителям, мы грубили соседям. Мы грубили мне. Ну, у вас даже драки были, насколько я знаю. Были. Мама даже Сашу раньше родила, потому Это- что Катя ее в живот пнула. Ты что несешь? Я не пинала в Она не живот. пнула в живот. Просто она Ты меня дура? ударила. Ты что делаешь? В смысле, я пнула в Ну, живот? задела живот. Какая разница? Факт того, что мама родила Сашу раньше. Из-за этого Я у не Саши теперь пинала. А ты проблемы. зачем сейчас врешь? Это уже клевета идет. Ничего? Девчонки, успокойтесь. Вы нам до программы, кстати, тоже самое говорили. Что ваша дочь пнула вас в живот. А сейчас вы ее жалеете, да? Ну, она не то, что пнула. Мы просто с ней подрались. Я собиралась на учебу. Какой мы с тобой подрались? Подрались мы с тобой вечером. На учебу ты собиралась утром, когда у меня отошли воды. Короче, вам так и надо забрать, да, у меня Артема? Скажите мне, а кто отец Артема-то? Вы знаете? Я не знаю. Как это? Отец, вот который, как Катя говорит, он отказывается. Он сказал, что делал тест ДНК. И что тест ДНК показал, что это не его ребенок. Ну, давайте А так. как на самом деле, я не знаю. Давайте так, мы с предполагаемым отцом Артема поговорили. Давайте послушаем о чем. Катя, она по характеру невротик. Вспыльчивая, агрессивная. В принципе, пока она не была беременная, ну да, мы пиво пили практически постоянно. Месяца, наверное, на 4-м я ее забрал к себе. Пить я ей не разрешала. Курить я ее так не заставил бросить.
не смог. Это при беременности. Да. А потом, когда родился, что-то посмотрел, ну, вообще ничего нет ни моего, ни ее. Это все равно при рождении ребятишки какими-то чертами похожи, а там иностранец. У меня возникло подозрение, что, возможно, где-то. Ну, а то, что она бывала в таких асоциальных компаниях, ну, она как бы сама не скрывала, рассказывала. Мне позвонили с центра, сообщили результат. Ну, не являетесь. Она сама знает, какого ребенка? Ну, мне не говорит. Говорит, что от меня. Прекрасно. Ну, видите, он говорит, что сделал тест ДНК, ему сказали, что он не отец. А кто отец-то? Ну, вообще, я спала только с ним. Кто может быть отец? Не Серьезно? знаю. Только с ним? Только с ним. А может, вы в какой-то из дней перепили? Я не пила. Елена, скажите, пожалуйста, вы что хотите, чтобы ребенка забрали или чтобы дочка пошла лечиться? Боже упаси. Я не хочу, чтобы они забрали ребенка. А Ну, что если вы она хотите? будет бухать дальше, заберут. Я с ней Да не неоднократно буду я пить, разговаривала на эту тему. У меня Кать, нету тяги такой прям сильно, что вот мне надо прям пить и все. Кать, вы Ну вы приезж- меня-то услышите. Ну я же тоже, блин, человек. Когда ребенок за батарею свалился, вы же были дома? Ну, Она Даша, пьяная я была была? пьяная. Она была поддатая, не пьяная. Елена, скажите, пожалуйста, а правда, что они дерутся с нынешним мужем? Да, Сильно? правда. Ну, Во, у нас во сколько мне поступил ночной звонок? 2 раза мы всего с ним подрались, и все на То ли этом. в 2 часа, то ли пол Больше у нас второго. такого нету, мам. А что она вам позвонила ночью? Что сказала? Расскажите нам. Я взяла трубку с просонья и слышу дикие крики. Я Катя, Катя, в ответ тишина. Потом я кое-как докричалась, она взяла трубку. Я ей говорю, что происходит? Она говорит, он меня и Артема не выпускает из дома. Я говорю, дай ему трубку. Я ему сказала, если ты сейчас не выпустишь мою дочь и внука, я вызову полицейских и приеду сама. Ну, после этого все, я не знаю, они, по-моему, ушли куда-то. А вот интересно, куда они ушли? Куда вы, Катя, ушли? Я была у подруги. У подруги или у бывшего? У подруги я была. А вы даже у не подруги, знали... которая сейчас супруга бывшего вашего, верно? Да. Ну что же, поговорите, ну вот же они сидят. Что тут Какая скрывать? интересная история. Да. Андрей, Вы здравствуйте. живете с бывшим? её? Возьмите микрофон, пожалуйста. А это бывший сам. Здравствуйте. Здрасте. В ту ночь они к вам прибежали? Да, Да. А вы как давно уже не живете с Катей? 9 лет, 9 лет. А жили сколько по времени? 2 года. 2 года. Детей у вас нет общих? У меня есть со своей супругой. С Катей Нет, нету. я понимаю, с Катей нет. А я так понимаю, что ваша супруга Анастасия, она же подруга Кати. Да. Да? Когда она прибежала тогда к вам ночью, что она говорила? Ну что, с Сережей подрались. Ну, в принципе, и все так. А вы, когда с ней жили, вы тоже дрались? Нет, Все нормально было? Она пила, когда вы жили вместе? нет. А что сейчас бухает? Или это все наговор? Ну как бухают? Все бухают. Выпили немножко и разошлись пиво. Ну что, вообще, что ли, не пить? Она вам говорила, что она сейчас беременна? Нет. Мгм. Настя, возьмите, пожалуйста, микрофон. Здрасте. Вы ведь знаете и Катю, и Дашу, верно? Дашу не так очень знаю хорошо, но Катю-то уже 2 года. 3-й год уже пошел. Ну, Катя вот- близкая вам подруга? Ну, конечно. Да? Она бухает? Ну, как сказать. Как есть. Ну, вот мы с ней, если сидим, ну, мы с ней 2 литра возьмем, выпьем, и все, и спать идем. А 2 литра чего? Пиво. Слушайте, а зачем ей вот этот мужик, который ее бьет? Любовь? Она его любит? Да. Ага. А вас тоже бьют? Меня нет. Нет? Слава богу. Значит, не любит. Скажите мне, Елена. Так, и чего? Она мать-то хорошая? Ну, мама, она хорошая. Елена, подождите, давайте так. Елена, скажите, пожалуйста, вы как относитесь к этому... Хахалю Кто новому. он вам? Зять? Муж, уже зять. Зять? Вам Зятя? зять. Вы знаете, когда человек меня не знает, видит меня 2 раза в жизни и называет меня Говори как есть. ментовской, Какой?
Подстилкой ментовской. Не подстилкой. Подстилкой. Ты мне так сказала. Нет, а что он вас так называет-то? Потому что, когда последний раз я рассказывала, в трубку орала, там, что он их не выпускал, и я ему сказала, что я возьму полицейских и приеду. Вызовите полицию, он после этого сказал, что вы подстилка. Да. Как интересно. А когда мы вот с этим же Андреем делали канализацию у меня, которую трактором зимой раздавила, она мне говорит, что я Артема не беру, что у меня дела, огород у меня. Делаем с Андреем канализацию, копаем с ним землю, траншею. Он мне говорит: Лен, позвони Катьке. Пусть Серега с ней приедут, Серега поможет копать. Копать очень много. Я звоню, я говорю: Сереж, приедь, пожалуйста, помоги. А он мне говорит: сейчас свои проблемы решу, потом приеду. У него все время какие-то проблемы, которые он решает. Работать он не может, у него проблемы, канализацию мне очень копать интересно не у него может, спросить, проблемы. что же это за проблемы такие нерешаемые, которые не позволяют ему на работу выйти или помочь канализацию копать. Поскольку он приехал поддержать супругу, давайте его позовем. Сергей, идите к нам. Здравствуйте. Я не пойму, вам что, не имется, что ли? Я с тобой разговаривать не Живете, хочу. блин, хрен знает как, блин, сами. Серёж. Не докупались. Что надо-то от нее вообще? Мне ничего от нее не Лезет надо. к Мне ней надо, чтобы постоянно. она перестала пить. Пока Она не тебя пьет. не было, вот она не так надо не вот пила. наговаривать, что я виноват. А не Но ты она ее пьет-то бьешь. с тобой. Да, конечно, вот как будто мы каждый день И пьем. деретесь вы вместе с Ну ней. да, бывают конфликты небольшие. Я не хочу, чтобы мой ребенок был искалеченный психически. Хватит. Такого не будет. Ну как Тем не более, будет, да как не будет, вот так, пьянки потому и что... драки, как не ну, будет? я решил то, что я буду сейчас кодироваться. Я не просто так ее взял. Потому что ей никто не помогает, кроме вот меня и моих родственников. Кто бы мне А как помог, вы- А как ты ей помогаешь, Подождите, что она мне Сергей, а как постоянно вы ей пишет взаймы помогаете? денег? Ну как я, получается, я сейчас пока на подработках, так как я прохожу комиссию в военкомат. Мне сейчас, получается, осталось вот анализы забрать и к терапевту сходить, и все, и, получается, отдать в военкомат. Так. И всё. дальше что будет? И, получается, я устроюсь уже на официальную работу. А чтобы- пока вы на какой работе? Пока я на подработках. И сколько вы зарабатываете? Я, получается, у меня график 2-2, и получаю я 2000 смена. Сереж, а вот родственники считают, что у нее проблемы начались, когда вы появились. Да такого нет. Если Ну вы честно. бухаете? Ну, бывает, конечно. Мы можем вот так же с Настей, с Андреем взять, посидеть, Да, и все, мы встретиться. Ой, разошлись. В гости, получается, зайдем, посидим, мы разошлись, все. Они мы к нам домой могут также приходим. зайти. Ну бухнете и домой. Ну, конечно. Ну, не мы- прям бухнем, ну, там же никто не валяется пьяный, конечно. Юль. Сереж, может, и алкашек не все-таки, а видела? деретесь вы зачем? Ну, у меня бывает периодически, вот, когда я выпиваю, у меня просыпается ревность. И как бы вот так вот по этому поводу. Трезвость я так не веду, потому А зачем что... тогда пить, если у вас по пьянке все это случается? Может, вам тогда вообще не пить? Ну, вот именно, что я Ну, хочу закодироваться, поэтому говорю. Ну, хорошо, вы закодируетесь, а Катя? Ну, Катя, я думаю, нет смысла этого А мне-то делать. зачем? Ну, у меня Она не такая не большая так пьет. тяга, извините. Ну что, добрались мы до любимой нашей рубрики. Лучшие эксперты нашей программы – это соседи. Должен сказать, что здесь мнения очень пестрые. Давайте посмотрим. Катя хороший человек. Да, бывает, она иногда ругается на Артема, но опять же, это же дети, бывает, что могут не слушаться. Катя хорошая мама. Ни разу я Катю пьяной не видел. Она еще и в школе-то уже начинала хорошо употреблять. За ребенком вообще не смотрит. Вечно и голодный. Артем нормально развит, что он сам кушает, разговаривает, всегда он чистенький, аккуратненький. Ребенок всегда чистый, ухоженный, всегда в новых вещах. Как бы Катя, она порядочная, любящая мама. Ну, с ребенком сидит, работает, молодец. Ну и Даша, вот она внешне ходит, она спокойная. А на самом деле она тоже, вот у нее есть в характере такое импульсивность. Это Даша хитрая, очень хитрая. Это простодыры. Ну, драться хоть на мать не кидалась. Дашка морду била матери, это как? А Дашке зачем? У нее свой ребенок. Получать что-то будет, может, на это. Тоже нужно нажиться на этом ребенке. Бедный ребенок. Мам, когда я тебе лицо била? Было Когда дело, вспомним. Я маму ни разу не трогала. Да, конечно, конечно. Вас Даша била? Я не помню. Ну это вообще какой-то... А если бы не била, вы бы сказали нет.
А скажите, пожалуйста, а что у вас с младшей дочерью? У нас нейрофиброматоз, мы слепы на один глаз, слепнет второй. Мы прошли химиотерапию, сейчас в ремиссии. Это давно происходит? 6 лет нашли. А сейчас сколько ей? 11. Да, мы историю Слушайте, услышали. вам бы в такой ситуации, конечно, всем сплотиться, а не ругаться. Вокруг одной большой беды, которая пришла к вам в дом, а вы тут отношения выясняете. Екатерина, вы знаете, в этой студии за 11 лет было огромное количество людей, у которых были явные проблемы с алкоголем, и только 2 или 3 из них в этой студии это признали. Я вам объясню, после этой программы вот те самые органы опеки, которые ни хрена до сих пор не сделали, а должны были сделать, особенно после инцидента с ожогами, они, прикрывая себя, тылы свои, очень шустро будут работать. К вам будет комиссия за комиссией ходить. И если их выводы будут неутешительными, они тоже признают, что вы выпиваете, у вас есть с этим проблемы. Вот тут проблемы начнутся серьезные. Я знаю. Можно сыграть на опережение. Можно сказать, да, у меня есть проблема, я хочу лечиться. На время лечения пусть мой сын будет с моей сестрой. Нет, этого не будет. Хорошо, вы выбрали свой путь, ладно. Посмотрите, Кать, мы смотрим на экран и любуемся вами. Вы очень красивая, вы очень умная, вы образованная, вы эрудированная, вы грамотно говорите, но вы все время в обороне. У вас протестное состояние, протестное настроение. Кать, просто сделайте выводы. Никто не хочет у вас никого забрать. Все хотят вам счастья. Надо в первую очередь, я вам очень искренне предлагаю простить себя, простить родных. У вас действительно, как сказала ведущая, сейчас большое семейное горе, и надо сплотиться и объединиться. Пожалейте свою маму, она дала вам жизнь. У вас прекрасная, любящая мама. Ребят, послушайте меня. Я сам из Кемеровской области, и я врач-нарколог. И объективный взгляд будет таким. У нас в России 82 тысячи аптек. Пивнух в России еще, мне кажется, в 3 раза больше. И прав был ваш бывший, который говорит, а что, типа, все ж бухают. Но на самом деле норма — это трезвость. И сейчас пытаться использовать аргумент, что кто-то пьет больше, чем другой, когда все бухают, он уже, не аргумент. Поэтому я так и не понял, беременна вы или нет. Нет. Надеюсь, что нет. Я просто это все к тому, что у нас вот там же в Кемерово на территории областной больницы стоит огромный перинатальный центр. И когда я там учился, там были пациентки, которые рожали детей с пороками развития, и у всех у них был отягощенный алкогольный анамнез. И это как бы для них там построен на область огромный перинатальный центр. И вот мнение нарколога такое, что нужно не перинатальные центры строить, в кавычках условно, а закрыть все пивнухи просто. Спрятать, вот как сейчас хотят, алкоголь за темные витрины. И прекратить продавать как лимонад это пиво. И у меня все мои друзья в таком же положении. Многие семьи вот так поражены. Как вы знаете, наркотики давно запрещены. И за них сажают в тюрьму. И больше того, у нас больше всего людей в заключении. И именно по этой злополучной 228 статье. Не просто они запрещены. Не просто ларьки убрали. В тюрьму сажают. К чему это привело? Только растет рост потребления. Это же не путь спрятать ларьки за занавес. Путь же должен быть другой. Надо как-то пропагандировать, бороться. Вот даже наша передача. Я считаю, она в первую очередь полезна нашему зрителю тем, что зритель видит, что если ты чуть-чуть пьешь, все чуть-чуть пьют. Что теперь? Конечно, норма трезвость, безусловно. Надо заниматься спортом, быть трезвым, не ругаться матом, жить хорошо. Не получается так, к сожалению. Ни у кого не получается. Но зритель наш видит, что если ты
чрезмерно употребляешь, если ты нарушаешь, если это за гранью, то да, наступают плохие последствия. И ребенка отнимут, и в места заключения отправят, и общественность осудит. И это все верно. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, вот эта грань Катерины и ее супругом, она не нарушена. Константин, ответьте мне, как адвокат, на простой вопрос. После того, что случилось с ребенком в 3 месяца или в 5 месяцев, когда он получил обширные ожоги, органы опеки обязаны были поставить на контроль эту семью? Да и нет, конечно. Это же может быть действительно случайно. Почему все такие тут злобные? Почему надо сразу отнимать детей в суды? Ну, у всех бывает. Ну, не уследила мать за ребенком. Бывает такое. Вы меня зачем же сразу ее один раз у нее что-то случилось, давайте мы у нее ребенка отнимем. Ну, не делай это. Константин, вы меня простите, здесь я прям сильно поспорю. У меня 4 детей, и ни у одного не то, что там перелома пальца, царапины не было. Я считаю, что попустительство в данном случае мамы нельзя покрывать. Это конкретно могло влечь за собой трагедию. Я согласен с вами, покрывать не надо, но есть же разный вид наказания. Ты перешел на красный свет, тебя чуть-чуть оштрафовали. Ты убил человека, тебя посадили на всю жизнь. Ну мы же об этом, за это не надо детей отнимать. Ну что один раз не уследила. Бывает. Конечно, это плохо. Мне кажется, что все-таки ваша сестра сегодня пришла сюда, в эту студию, не для того, чтобы лишить вас родительских прав. Она на 1 сентября пошла со своей подругой бухать, а Тёме за весь день пожарила в 2 яйца. Все. Ты уверена? Вот я-то всегда готовлю. Смотрите, ваша сестра сюда пришла не для того, чтобы лишить вас родительских прав, потому что в этой студии этого не делают. Она пришла сюда для того, чтобы вы поговорили. Разговор не получился, это очевидно. Но абсолютно очевидно, что в вашей семье происходят гораздо более серьезные вещи. У вас со дня на день, извините меня, пожалуйста, сестры младшей может не стать. А вы ерундой всякой страдаете. Так если маме звонишь и говоришь, что мы приедем, она говорит, не едь. Ты меня не нормально? слышишь. Ты меня сейчас не слышишь. Если бы мы все смотрели на этот мир через призму детских обид, ничего бы хорошего у нас не получилось. Мы все по-своему травмированы от своих родителей. Все, без исключения. Ты сейчас на Катю накинулась, что она ничего не слышит. А ведь все, кто сидит на этой скамейке... А я не только на Катю, я про всех. Никто не слышит. Все абсолютно ничего не слышат. Кроме себя. Исчезните из моей жизни, чтоб я вас никогда больше не видела, понятно? Тут постоянно бутылки, сигареты на столе. Я говорю, Вер, может, хватит пить-то? Меняет их, своих мужчин, как перчатки. И вообще не занимается детьми. Там сколько у нее всего детей? У нее всего 7 детей. Ай, Господи. У одного из ребятишек есть проблемы со здоровьем. У нее волчья пасть. Я что могу сделать? Не пить каждый день. Потому что детей рожаешь, а дальше они тебе нахрен не нужны. Они у меня всегда чистенькие, ухоженные. Младшего отец кто? Павел? Самая главная ошибка, которую я допустил, это что я связался с тобой. Ты пришел голодный, холодный, без штанов, без трусов. У вас с его папой что-то было? Нет, и никогда. По поселку стали ходить такие слухи. Потому что я ходила, я его и кормила. Зачем? А он голодный был. Она ходит, выпивает к нему. Я хочу огласить тест ДНК. В прокат вышел фильм «Август», снятый по роману Владимира Богомолова «Момент истины». Август 1944 года. 3 советским контрразведчикам поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника. Сюжет по-настоящему захватывает. Уже на больших экранах.